Ля какое? Пришла в свою, как говорится, старую квартирку. Но это шутка, на самом деле это просто квартира мамы, в которой я жила до переезда. Несколько причин, почему я сюда пришла. Первое, потому что мне нужно было забрать посылку с Эйсоса. А во-вторых, у меня сегодня сессия с психологом. По большей части я подумала, что так будет гораздо удобнее, чем просить Илью уйти из дома. Хотя мне самой нужно будет потом уйти, поэтому я сразу просто пришла домой к маме и все. И здесь все это будет проходить. Вообще, блин, такая ностальгия, так хорошо. Там мои тосты сделались. Доброе утро. Я встала сегодня в 7 утра. Сейчас 7:53. Все это время я пила кофе, пыталась проснуться, мне не получилось. Но в планах пытаться потренироваться. Сейчас умру. Итак, психотерапия. Мне кажется, я собиралась и даже пыталась пойти к психотерапевту уже где-то года 2, но я каждый раз это откладывала из-за своего простого страха пойти, в принципе, к кому-то и рассказать, что тебе не нравится, что тебя гложет. Это страшно. Я думала, что если я внушу себе, что мой депрессивный период закончился, или это просто у меня ПМС, и еще что-то, и в целом мне сейчас уже нормально, и что-то я уже не хочу, у меня хорошее настроение, туда-сюда, я не хочу никуда идти, и все. И я думала, что вот после такого внушения все действительно станет лучше. Но нет. Я узнала о сервисе Ясно около месяца назад, и я частенько думала, что, может быть, это знак, и, может быть, уже все-таки пора начать. Да, сложно, но другого времени лучше уже не будет. Вчера была моя первая сессия, и я, на самом деле, с уверенностью могу сказать, что я не ожидала, настолько позитивного эффекта. Несмотря на то, что это была всего лишь первая сессия, казалось бы, мы уже сделали, в моем понимании, маленький, но шаг к борьбе с моей закрытостью, потому что я очень закрытый человек, с моей неуверенностью в себе, и в целом с некоторыми вопросами, которые тоже меня гложат очень сильно. Я поняла недавно, что я не хочу больше называть ту же самую свою закрытость или свою какую-то неуверенность и отсутствие каких-то чувств, например, у меня. Я не хочу это больше называть проблемами. Мне кажется, что это просто последствия неудачного опыта, который у меня был. И люди принесли мне какие-то свои негативные штуки, из-за которых у меня сложился, опять-таки, негативный опыт, и теперь я всю жизнь должна с этим жить. Я не хочу с этим жить. Но если люди вот так себя ведут, почему я должна из-за этого страдать? Я, в принципе, часто говорю, что психотерапия нужна, и она важна, потому что я сама достаточно долго находилась в этой стадии, в каком-то периоде жизни, когда, ты живешь, и ты вообще не понимаешь, что дальше делать. И ты понимаешь, что без какой-то сторонней помощи вот этого разговора с профессионалом, его очень мне не хватало. Я понимала, что я дальше
Ну, я не могу. Больше, чем просто самого факта того, что я иду к психотерапевту, я боялась еще и неправильного психотерапевта. И я, честно, безумно благодарна сервису Ясно, где после заполнения анкеты тебе подбирается по твоим индивидуальным запросам, по твоим ответам на какие-то определенные вопросы, подбирается психотерапевт. И не один, 3. И подбор действительно работает. Мне подобрали чудеснейшую женщину, с которой невероятно комфортно работать. Я также хочу отметить сам формат встреч. Сессии проводятся по встроенной видеосвязи на сайте, и это значит, что можно заниматься в целом вообще откуда угодно. Как мне кажется, гораздо проще, спокойнее и опять-таки комфортнее, когда ты сидишь в своем каком-то safe place, а не супер каком-то мягком, прекрасном, дорогом кресле, но в непонятном кабинете. Еще одним весомым минусом психотерапии, как для меня, так и, я думаю, для многих людей, является стоимость. И в Ясно 50-минутная сессия стоит 2850 рублей. Сервис Ясно очень тщательно подбирает специалистов, и вообще только 20 из них в итоге проходят отбор. И более того, 20%, которые проходят этот отбор, это, знаете, золото психотерапии сегодняшнего дня. Они постоянно развиваются и тем самым продолжают оказывать квалифицированную помощь. Я до глубины души рада сотрудничеству с Ясно, честно. Это, мне кажется, одна из лучших интеграций, которые у меня есть. Благодаря этому сервису я нашла все-таки специалиста, с которым я могу какие-то свои вопросы решить. Я также могу помочь вам и в целом людям прийти к какому-то пониманию себя и решению каких-то своих вопросов. Для тех, кто давно хотел, но никак не мог решиться, это знак. Пам-пам. И этот знак дает вам 20% скидки на первую сессию. Каждый из нас должен чувствовать себя комфортно в своей жизни, потому что эту жизнь нам жить очень долго. Поэтому я вас призываю помочь самим себе, если вы чувствуете, что вам это нужно сделать. И я была бы очень рада, если бы я вам помогла каким-то своим вот таким вот знаком дать возможность почувствовать себя как-то комфортнее в своем теле, либо в своей жизни, либо со своей головой. В принципе, помочь себя почувствовать комфортнее. Так что все ссылки будут в описании, промокод будет в описании. И, пожалуйста, думайте о себе. Думайте о себе, просто думайте о себе. Сегодня день получения одного из долгожданных зачетов. Не могу этому не радоваться, потому что этот предмет я ненавижу. Дай бог мне здоровья и дожить до вечера. Без всяких проблем, пожалуйста. Я так хочу просто прийти, просто получить зачет и просто уйти. Все. Что-то я не подумала, что мне придется много сегодня ходить, когда надевала в самый первый раз свои новые мартинсы. Ошибочка. Ля, что скажешь по поводу зачета? У кого зачет, поздравляю, остальным соболезную. Короче, я очень хотела лилию, но лилий нет, походу их раскупили. Это очень обидно, потому что я очень хотела лилию. Но я считаю, что это не повод для расстройства, я все найду, все будет нормально, а сейчас куплю другой цвет. Правильно? Я же молодец. По итогу я вернулась домой с этим чудом под названием... Я потеряла название. Купила 2 горшка большие. У меня все горшки примерно вот такого размера, как вот этот стакан для орхидеи. И это максимум, который у меня есть. И, например, для фикуса это уже чуть-чуть маловато, потому что он прям разрастается конкретно. Цветочком я довольна. Это прям вообще... Ну вообще, ты откуда такой красивый? Скажи, Максим, думаю. В общем, радовать иногда себя какими-то крутыми штуками, которые ты любишь, это прекрасно. Ты покушай, пусть.
Да я покушал, хочу вкусняшку. Пойдем. Иля, вставай. Иля. Будь здоров, Иля. У Или обострилась аллергия каким-то образом этим летом, хотя он никогда не болел. У нас новый концептуальный плакат на стене. Нет, обалдел! Ну, в общем, это мы готовились к управлению инвестициями в развитие электронного бизнеса. Решили повесить этот концептуальный плакат, потому что это один из самых худших предметов, который у нас был в этом семестре, так что теперь мы будем помнить о нем с уважением и помнить о том, как мы к нему готовились. Соус очень добавляю. Блоги не спят. Это ты их так еще подшкурила, они такими высохли? Блин, они вообще кайф. И сначала изнутри вот таким способом мы вам примазываем, и потом также снаружи. Так, это мне, да? Да, я Спасибо. думаю, тебе должно хватить. А ты давно так этим всем? Ну, вообще, я занимаюсь год. Продавать я начала летом, Угу. а студию в начале весны открылась. 8 марта. Кайфы. Блин, какая глина красивая, я не могу вообще. Угу. Ну, в целом все хорошо, да, вот она. Можно ее еще побольше. Хочется вдруг что-то нарисовать. Глазурь сами себе. Что вам сейчас нужно взять? Просто Ага. ножку. И просто вот так вот пройтись по изделию. Ага. И смахнуть всю пыль. Лей, прям весь. Заливаем остатки. Все так хорошо покрыть. Все, и... А если есть пример, как будет выглядеть, если просто кисточкой красить? Да. Дома просто легче с этим. правда. Я еду дальше. Молодой джедай был найден на земле. Бусь. Он больше не откликается на свое людское имя. Поделала тренировку. Второй день. Чувствую себя лучше. Первый день было очень тяжело, и вообще ничего не хотелось. Хотелось просто лечь и умереть, чтобы просто и все. Но спасибо, жизнь. Чувствую себя прекрасно. Я вчера легла спать. Я была в полной уверенности, что у меня будильник. И даже если у меня нет будильника, я по большей части всегда просыпаюсь часов 9-10. И сегодня я проснулась в 12. Я сначала испытала такой ужас, что я встала так поздно. А потом я подумала, господи, я встала, и я такая полная сил. Сейчас уже 3 часа, вот он минус вставание часов в 12, потому что уже полдня. Все, минус, до свидания. У тебя осталось 5 часов, ну, грубо говоря.
Я даже не знаю, слышно ли меня, но я иду под безумнейшим дождем. Просто безумнейшим. Потому что почта работает до 6 сегодня, а мне пришел подарок от Саши. И я бы хотела сегодня его посмотреть. Но там одна часть подарка, но он все равно пришел. Поэтому я иду. На улице страх. Я вот как раз ищу, держите. Итак, распаковочка. Изначально это должна была быть дополнением к основному подарку. Но Почта России мне не выдала мой основной подарок, потому что я пришла ровно через 5 минут, как мне пришло уведомление о том, что мне пришел подарок, и они такие: не-не-не, нельзя так делать. Класс. Плакатики. Вы первая. О май гад, второй. Третий. Буся, я в шоке. Я боюсь смотреть, что на последнем будет. Я не знаю, кто это. Ну, кажется, я нашла, что я буду смотреть сегодня вечером. Потому что я не знаю, кто это. И качество печати, ну, это просто очень приятно. Очень. Короче, дарите друзьям подарки, о которых они мечтают. Это всегда приятно и вам, и им. Спасибо, Саша. 10 котлеток и 1 кебаб. 1 люля-кебаб. Мне страшно.